Этим видео мне хочется открыть цикл съемок о путешествиях по Беларуси под названием «Знай свой край». Часто в погоне за путешествиями и заморскими чудесами мы упускаем очевидное, то, что есть у нас самих, буквально рядом с нами. Знаем, что это есть, но только в теории, а ведь удивительное и интересное порой бывает совсем рядом. Итак, сегодня мы с вами отправляемся на Августовский канал, посмотреть, что там предлагают посетителям, покататься на теплоходе, сходить в музей, в общем, провести свой выходной интересно и необычно. Итак, поехали, присоединяйтесь. Дорога от города Гродно заняла около 20 минут на автомобиле. Достаточно просто внести в Яндекс.Карты название «Шлюз Домбровка» и навигатор выведет вас прямо к цели. Это недалеко от поселка Сапотскин. Ехать по дорогам Беларуси очень комфортно. Это я рассказываю туристам из других стран. Местные, конечно же, со мной согласятся. Дороги у нас хорошие, везде разметка и указатели. Так что мимо в любом случае не промахнетесь. Последние 2 километра, правда, пришлось проехать по грунтовке через лес. Но это только потому, что мы хотели подъехать со стороны, где осуществляется посадка на теплоход. Есть и другая дорога, и она асфальтированная и ведет прямо к остановке общественного транспорта, который, судя по расписанию, увы, ходит только с 1 июня, так что до тех пор только на автомобиле. Итак, мы подъехали по живописной лесной дороге прямо к домику смотрителя. Сейчас здесь находится музей, экспозиция в котором наглядно показывает историю Августовского канала. Экспонаты рассказывают о его строительстве, военном прошлом, восстановлении, как работают шлюзы, что чаще всего перевозили по каналу в былые времена, и часть экспонатов были найдены во время реконструкции. Если желаете попасть в музей, нужно подойти на кассу, тогда подойдет работник и проведет вам показ экспонатов музея. Сейчас еще не установлено расписание точное, поэтому этот вопрос лучше уточнить на кассе или по телефону. Все контакты в описании к этому видео. Пока не наступил летний сезон, к сожалению, точного расписания еще не установлено. Хочу показать вам необычную деталь. Присмотритесь к вершине домика. Вот под самой крышей, видите, кирпич здесь отличается. А почему? Это очень необычная история. Дело в том, что на строительстве Августовского канала использовался не простой кирпич, скажем так, а особый, сверхпрочный. Кроме того, его перед тем, как класть на стены шлюзов, вымачивали 2 года в воде. И дом смотрителя был построен из того же кирпича. Так вот, во время Великой Отечественной войны в крышу дома попал снаряд. Он пробил дыру, но дом не развалился и даже не треснул, просто дыру после заложили. Но можете себе представить, насколько все это было добротно, прочно и надежно сделано. И это тому наглядное доказательство. А сейчас немного исторической справки, почему Августовский канал вообще решили построить. Причины были, как всегда, деньги, чисто экономические. Дело в том, что в начале XIX века Пруссия вводит серьезные торговые пошлины на провоз товаров по ее территории. И тогда польскому государственному деятелю, министру польской экономики князю Франтишку Ксаверию Друцкому-Любецкому приходит в голову идея строительства водного пути, что называется, в обход. В 1824 году проект канала общей длиной в 395 километров был представлен российскому императору Александру I, который в том же году его одобрил и распорядился выделить на строительство 7,5 миллионов польских злотых. Итоговая стоимость составила 14 миллионов польских злотых, что в пересчете составляло на тот момент 1,5 миллиона российских рублей серебром. Строительство было поручено польскому военному ведомству под контролем Российской империи. Так началось строительство этого амбициозного проекта «Августовский канал», которое заняло 15 лет. Над его строительством трудились более 7 тысяч человек. Протяженность канала более 101 километра, причем 79 километров находятся на территории Польши, а 22 на территории Беларуси. Было построено 18 шлюзов, 14 мостов, плотины и довольно обширная инфраструктура. Ежедневно на Августовском канале от шлюза Домбровка пассажиров катает теплоход. Рейсы пока что указаны в 13:40 и 16:00 при наличии от 20 пассажиров.
Первый рейс в 26 году открыли 17 апреля, чем я и решила воспользоваться. Анонсировала эту поездку у себя в телеграм-канале, чтоб уж точно собралось побольше желающих, и рейс состоялся, и я купила билет под номером 1 в этом сезоне. Мы погрузились на кораблик, на палубе включили музыку «Ах, белый теплоход», и с замечательным настроением мы открыли первый в этом сезоне рейс. Желаю ребятам удачи, побольше рейсов и пассажиров. На пароходе во время плавания можно стоять как на палубе и любоваться на речную гладь и берега, так и спуститься внутрь корабля. Тут есть комфортная каюта с местами, где сейчас тепло, а летом, если обратите внимание, что здесь даже висит кондиционер. Так что кататься будет одно удовольствие. Пока катаемся, расскажу удивительные факты об Августовском канале. Тогдашние военные чиновники были очень дотошными. Каждый создаваемый проект обязан был быть в 2 идентичных экземплярах. Один находился по месту нахождения объекта, а второй отправлялся в архив в Санкт-Петербург. Сегодня в военно-историческом архиве северной столицы России хранится до 100 томов с подробными планами, чертежами, ведомостями, отчетами о том, сколько и каких материалов вплоть до гвоздей было потрачено в конкретную дату на такой-то объект, и даже доносы на офицеров-строителей. Сооружение Августовского канала было завершено в 1839 году, и общий перепад высот воды на канале был рассчитан с математической точностью и составил 54 метра. Сегодня трудно представить, каких людских затрат стоило это неслыханное по тем временам строительство, когда основной транспорт для подвоза всех грузов был гужевой на повозках с лошадями. А копали каналы, естественно, вручную. И большинство местных крестьян разных национальностей трудились на тяжелых земляных работах под обещание освобождения от крепостного права. Потом в честь этого был назван один из судоходных шлюзов «Свобода». С развитием железнодорожного сообщения в середине XIX века острая необходимость использования канала прошла. Но это стало красивейшим туристическим маршрутом. Великолепна природа, катание на теплоходе, байдарках, велосипедах, музей и многое другое. Все это можно увидеть здесь сегодня. Мосты, как вы можете заметить, разводные, а шлюзы нужны для того, чтобы сделать водные пространства с различным уровнем воды в них более пригодными для судоходства. Шлюзовые ворота с одной стороны закрываются, и уровень воды падает, и теплоход, либо другое плавсредство спокойно преодолевает этот порог высоты, оказывается на том же уровне, что и водоем по ходу движения. В обратную сторону это тоже работает. Перекрывают другой шлюз, и вода в канал прибывает, поднимая плавсредство на уровень выше водоема. Для нас, живущих на берегах Немана в 21 веке, эта великая река воспринимается прежде всего как украшение Гродно. На ее берегах всегда можно приятно отдохнуть или порыбачить. И экономическое значение реки не особенно велико, тем более, что никто не воспринимает ее как транспортную артерию, но так было не всегда. Августовский канал включен в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО, и это выдающееся гидротехническое сооружение XIX века. В 2024 году ему исполнилось 200 лет. Это один из крупных каналов Европы. Августовский канал входит в тройку самых масштабных в мире, наряду с Каледонским каналом в Великобритании и каналом Гота в Швеции. Водный путь общей протяженностью более 100 километров начинается от озера Сервы вблизи польского Августова и пролегает практически до Гродно. Искусственные русла длиной 45 километров связали 11 рек и 7 озер. И он стал первым искусственным водным путем в Европе, связывающим напрямую две большие реки – Вислу и Неман. Августовский канал стал гениальным решением своего времени для поддержания и развития экономики и торговли. Он соединил Балтийское и Черное моря по бассейнам Вислы и Немана в обход Пруссии, которая в 1824 году, как я уже говорила, ввела серьезные торговые пошлины для всех, кто возил товар через ее территорию. Однако за время строительства Пруссия пошлины понизила, и доставлять товары стало более выгодно по железной дороге, поэтому речной транспорт утратил свою актуальность, и Августовский канал также не был достроен.
Потому что, помните, я рассказывала, что первоначальный проект был длиною 395 километров. По каналу стали сплавлять лес, а в 1860-е годы про него будто вообще забыли. Августовский канал пролегал по красивейшим местам, поэтому стал привлекать туристов, и с 1909 года здесь уже стали проходить пешие туристические маршруты, а позже и маршруты конных прогулок. Первая мировая война обошла канал стороной. После нее начался новый туристический всплеск, и появились даже пароходные круизы. Прогулки на лодках, байдарках, открывались яхт-клубы. А Вторая мировая превратила канал в линию обороны. Немцы при отступлении взорвали 3 шлюза, 8 мостов и несколько плотин. И после войны на территории Польши начались восстановительные работы, а у нас на белорусской части канала масштабная реконструкция проходила только в 2004-2006 годах. И то, как сегодня выглядит это гидротехническое сооружение, поражает. Особенно учитывая тот факт, что в Великую Отечественную войну оно было почти полностью разрушено. И в 1950-е годы этот объект, как ненужный, был снят с госбаланса речного ведомства БССР, и на долгие годы канал оказался заброшенным и попросту ненужным. Фото, как выглядел обветшавший Августовский канал в 90-е годы, поражает. И только благодаря огласке гродненского журналиста Александра Лосминского, помните такого по гродненскому телевидению, этот канал получил шанс на второе рождение. Когда показали сюжет про заброшенный и бесхозный памятник гидротехнического зодчества, начался всплеск интереса, и очень многие даже о нем не знали. А в 2004 был подписан указ об организации работ по реконструкции части Августовского канала. И чтобы понять, какая колоссальная работа в 2006 году была проведена по реконструкции и обновлению, посмотрите вот эти фотографии журналиста Александра Лосминского, в каком плачевном состоянии был Августовский канал. Всего в восстановлении канала за неполных 2 года, 2004-2006, участвовало около 3000 человек, и было потрачено 34,5 миллиарда рублей бюджетных средств. Между прочим, то, что шлюзы сделали разводными, заслуга во многом краеведа Игоря Трусова. После его поездки в архивы Санкт-Петербурга ему удалось получить копии подлинных чертежей разводных мостов и привезти их в Гродно. По ним инженеры и строители эти уникальные механизмы и восстановили. К 200-летию канала сделали уже очень много. Отремонтированы старые мосты и причалы, появились новые смотровые площадки, и для Августовского канала началась новая страница. Туристам в белорусской части Августовского канала скучно точно не будет. Как видите, здесь и для детей есть всевозможные развлечения, и, судя по всему, в сезон здесь будут работать кафе и точки общепита. Также здесь можно арендовать беседку для шашлыков и отдыха на природе. Есть беседки, рассчитанные на небольшую компанию, буквально 5-6 человек, до целого корпоративного мероприятия, вмещающего уже около 60 человек, со всем необходимым набором, от мангала до туалета. И выбрать навес для аренды, а также их вид и расположение можно, посмотрев все на карте сайта, ссылка в описании к видео. А если вы проголодаетесь, то знайте, что кафе на Августовском канале открыты только в сезон. Так что рекомендую для пикника на природе все-таки все же что-то взять с собой. Путешествовать по Августовскому каналу можно и на велосипеде. В национальном парке работает несколько велосипедных маршрутов разной протяженности и сложности. Есть прокат велосипедов, который работает тоже в сезон. И протяженность трассы для велосипедистов около 25 километров, и ее преодоление займет около 4 часов. На маршруте находится главная достопримечательность Августовского канала — 4-камерный шлюз Немного, который я вам сегодня тоже покажу, мы туда съездим. А также еще хочу сказать, что рыбы на Августовском канале традиционно много, но доступ к речным богатствам контролируется, так что прежде чем брать с собой удочки, стоит уточнить, разрешен ли в данный период лов рыбы, и если да, то в каких частях канала.
Поэтому, если хотите порыбачить, внимательно изучите законодательство и не берите с собой никакого противозаконного инвентаря. Рыбнадзор здесь не дремлет. Летом на Августовском канале проводятся различные фестивали. И также проходящий раз в 2 года у нас фестиваль национальных культур, как правило, третий день тоже проводят на Августовском. Здесь, как видите, есть и сцена, и все необходимое для массового мероприятия и большого скопления людей. А приехать на Августовский канал можно и на автобусах, и на маршрутках, которые перевозят пассажиров в сезон. Здесь есть небольшая автостоянка, и вот она как раз находится с обратной стороны от того места, куда мы приехали на автомобиле. Как я уже говорила в начале этого видео, мы подъехали со стороны причала теплохода, но с другой стороны дорога лучше и стоянка оборудована. Расписание автобусов можно узнать вот по этому телефону, как я понимаю, на табличке в верхнем правом углу. Ну и, как видите, есть приписка, что рейсы осуществляются с 1 июня по 31 августа. А сейчас мы возвращаемся к машине и попробуем съездить на шлюз Немного. Он расположен в 10 километрах от шлюза Домбровка и находится там уникальный 4-камерный шлюз. Я хочу вам его показать. И какие тут деревья растут, слушайте, ну как в сказке, прямо не иначе. Итак, я ввела в Яндекс.Карты шлюз Немного и попробуем посмотреть и вам показать, что интересного есть там. Дорога везде с указателями, разметкой, и путешествовать, как я уже говорила, одно удовольствие. По дороге на шлюз, не доезжая где-то около 1 километра, с левой стороны дороги я увидела турбазу Немного. И так как здесь было какое-то невероятное движение, то, как вы понимаете, не остановиться я тоже не могла. Оказалось, что здесь как раз сегодня проходят международные соревнования по технике прикладного многоборья в технике водного туризма. Вот. Причем такие соревнования проходят уже более 50 лет. Вот уж действительно, сколько нового и удивительного можно у нас увидеть, просто путешествуя по родному краю. Оказалось, что соревнования проходят как для команд профессионалов, так и для любителей. И зарегистрироваться может каждый, и это проводится ежегодно. Можно также арендовать байдарку и кататься в свое удовольствие. Помимо аренды байдарок, катамаранов, тут также есть хостел на 25 человек, как мне пояснили, магазин. Можно также арендовать палатку, навес или шатер от 10 до 50 человек для вашей компании. Здесь также может быть установлена сцена для проведения концертов и массовых мероприятий. И все услуги и активности, которые есть на турбазе, можно посмотреть на сайте турбазы Немного или на страничке в Инстаграме. Ссылку я оставлю с описанием к этому видео. Я была очень удивлена, что все это у нас есть. Но, скорее всего, это потому, что я такая, для меня отдых в палатках и вот все вот эти туристические активности, я от этого далека. Поэтому с удивлением обнаружила что-то новое и узнала, что это действительно есть. Ладно, посмотрели, впечатлились и едем дальше все-таки на шлюз Немного. К тому же осталось совсем чуть-чуть, не более 1 километра. В Немного из интересного можно посмотреть только вот этот 4-камерный шлюз. Как таковой большой инфраструктуры развитой там нет. Но шлюз Немного считается, что он самый большой на всем протяжении Августовского канала. Построена конструкция была по проекту Игнатия Празднинского, и непосредственно строительными работами занимался подполковник Ян Павел Лилевель. И изначально шлюз Немного проектировался как 2-камерный, однако в 1833 году появилась и 3-я камера. А с 2004 по 2006 год были проведены реставрационные работы. И после реконструкции он является 4-камерным, так как перепад уровня воды между каналами и рекой Неман составляет около 10 метров, то шлюзование на нем занимает около часа. И металлические ворота шлюза весят порядка 6 тонн и сделаны на Волковыском заводе литейного оборудования. Но и нелегкие, конечно, эти деревянные ворота, их вес составляет порядка 2 тонн. Насколько я знаю, тут проходят маршруты сплавов на байдарках, и вот этот шлюз, наверное, самый интересный аттракцион.
Вы заезжаете в камеру шлюза, ворота закрываются, и вода поднимается или опускается в зависимости от того, в какую сторону вы плывете. Поэтому, как видите, здесь перепад между водоемами реки очень большой, он 10 метров составляет. И в 2006 году, когда были проведены уже законченные реставрационные работы, они были сделаны из современного кирпича, в отличие от того 200-летнего, который 2 года вымачивался в воде. Ну, очевидно, потому и кое-где вот такие мы видим разрушения. И когда будете здесь, обратите внимание, что даже дно шлюза выложено кирпичом. Побродить тут интересно скорее с точки зрения обывателя, ну и может еще показать детям, чтобы объяснить наглядно, что же такое шлюз и для чего он спроектирован. Думаю, детям будет как минимум любопытно. Больше никакой инфраструктуры, потому что здесь нет. Есть такой же домик смотрителя, как и на шлюзе Домбровка, но он здесь был закрыт. Возможно, был просто выходной день. Домик смотрителя построен здесь еще в 1903 году, во всяком случае так гласит надпись на табличке. И в начале века он реконструировался, и сегодня за небольшие деньги здесь можно даже переночевать компанией до 10 человек. И что хочется сказать в заключении. Здесь невероятно красивая природа. Можно покататься на теплоходе, на катерах, сплавиться на байдарках, и на протяжении нескольких часов вы будете наслаждаться прекрасными пейзажами Гродненской пущи. Она считается эталоном равнины в Центральной Европе. Помимо самих шлюзов, домика смотрителя, небольшого музея Августовского канала, дотов, оставшихся от линии Молотова, которые находятся в пешей доступности, здесь немало достопримечательностей и в ближайших населенных пунктах по дороге на Августовский. Это и дворцово-парковый комплекс Воловичей в Святске, и костел в Сапотскине, и усадьба Гурцких в Радзивиллках. Все это я уже снимала на моем канале, и эти видео есть. Так что, я думаю, будет многим интересно, и каждый найдет непременно то, что ему понравится больше всего. Просто надо грамотно спроектировать и спланировать свой день, чтобы посмотреть все и выбрать что-то наиболее интересное, что будет интересно именно вам. Могу сделать вывод, что Августовский канал – отличный вариант времяпрепровождения на выходные. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Так что иногда знать свой край – это не менее интересно, чем путешествовать за дальние дали, когда все есть рядышком. Вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, то ставьте лайк. Это ваше маленькое спасибо мне. Пишите комментарии и помните, что интересно можно путешествовать и по родному краю. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.